Утро. Солнечные лучи пробивались сквозь листву и мягко освещали крышу маленькой хижины, где спала Тудип. Она медленно открыла глаза, чувствуя, как тело стало легче после долгой ночи. Тихо поднявшись, Тудип начала прибираться и развела огонь, чтобы приготовить завтрак. Она промыла рис, налила воду в кастрюлю и поставила ее на огонь, терпеливо дожидаясь, когда закипит. Пока каша варилась, она не сидела без дела. Достала нож и принялась расщеплять принесенный накануне бамбук. Ее руки двигались ловко, с точностью и сосредоточенностью, нарезая тонкие полоски, чтобы потом отремонтировать крышу. Пламя весело потрескивало, из костра поднимался густой дым, наполняя хижину теплом. Во время работы мысли Тудип вернулись к прошлому, к дням, когда ее продали в дом Пау, к унижениям, которые она пережила, и к моменту, когда появился Джеймс и вытащил ее из мрака. Все изменилось так стремительно, что она до сих пор не могла поверить, что действительно вырвалась из тени прошлого. Тудип присела рядом с кучкой бамбука, собранной ею вчера. Стебли, покрытые утренней росой, источали свежий древесный аромат, наполняя утро прохладной бодрящей атмосферой. Она подтянула один длинный стебель к себе, ее хрупкие, но сильные руки уверенно сжали нож. Удерживая бамбук ногой, она начала аккуратно расщеплять его вдоль волокон. Лезвие с хрустом входило в твердую оболочку, раздавался резкий, четкий звук. Тудип точно рассчитывала силу каждого движения, раз, другой, и из прямого стебля выходили аккуратные, тонкие полоски. Солнце поднялось выше, его лучи пробивались сквозь крону деревьев и ложились на ее плечи. Капли пота медленно скатывались по лбу, но она не останавливалась. Ее глаза были полностью сосредоточены на работе. Руки неустанно разделяли бамбук на ровные ленты. Она знала, если не делать это аккуратно, материал будет испорчен, зазубринами или вовсе сломается. Окончив одну заготовку, она отложила ее в сторону и принялась за следующую. Земля вокруг была усыпана мелкой стружкой от бамбука. Время от времени она проводила рукой по готовым полоскам, проверяя их толщину и ровность. Если какая-то не соответствовала, она терпеливо исправляла, не позволяя себе ни малейшей небрежности. Когда пучок лент был готов, она аккуратно собрала их в небольшие связки и плотно перевязала. Так их будет легче использовать позже. Она потянулась, чувствуя легкую усталость в плечах, но не придавала этому значения. Взгляд, устремленный на результат своей работы, наполнил ее тихим удовлетворением. Джеймс ехал по грунтовой дороге, ведущей к обширной ферме, где у него была назначена встреча с владельцем кукурузного хозяйства для подписания контракта на закупку. Когда машина остановилась, он вышел, глубоко вдохнул свежий воздух и направился к управляющему. Его взгляд был холоден, но в нем читалась полная сосредоточенность на деле. Переговоры проходили в деревянной хижине посреди поля. Управляющий разложил договор на столе и уверенно заговорил. «Это крупнейший урожайный сезон в году. Если мы заключим контракт с вашей компанией, мы рассчитываем на стабильную цену и гарантированный сбыт». Джеймс молча смотрел на бумаги, пробегая глазами по строкам и цифрам. Он не спешил ставить подпись. Для него было важно лично убедиться в качестве продукции. Он попросил провести осмотр. Он прошелся между рядами кукурузы, сорвал один початок прямо с растения и снял кожуру. Зерна были полными, гладкими, золотистыми. Он кивнул. Качество было на уровне. Повернувшись к управляющему, он спокойно произнес. «Контракт будет подписан немедленно, но я должен быть уверен, что вы сможете поставлять нужный объем в долгосрочной перспективе». Управляющий удовлетворенно кивнул. Джеймс взял ручку и четко, уверенно подписал контракт. В каждом движении отражалась решительность его характера. Не задерживаясь, Джеймс сел в машину и направился прямиком к ферме по выращиванию помело, где в последнее время возникли проблемы с урожаем. Издалека уже было видно, деревья обмельчали, плодов стало меньше. Он вышел из машины, лицо посуровело при виде рабочих, которые собирали плоды, корзины были полупустыми, ситуация явно отличалась от прошлогодней. Он подошел к управляющему и сразу спросил, в чем дело. Тот тяжело вздохнул и объяснил. Переменчивая погода и вредители ослабили деревья. Джеймс осмотрелся, внимательно прошелся вдоль рядов, проверил состояние деревьев у корней. Спустя некоторое время он вернулся и сказал твердо: «Мы должны срочно изменить систему ухода.
Я выделю дополнительные средства на улучшение почвы и обеспечу качественные удобрения. Но от всех потребуется больше усилий». Управляющий кивнул и пообещал, что команда приложит максимум стараний, чтобы восстановить хозяйство. Прежде чем уехать, Джеймс на мгновение остановился, наблюдая за рабочими, которые продолжали собирать урожай. Лишь после этого он сел в машину и уехал. Он знал, чтобы вывести ферму по выращиванию помела из кризиса, потребуется время. Но он не мог позволить себе медлить. Если хочет удержать экономику в своих руках, действовать нужно уже сейчас. Тудеп сидела перед своей маленькой хижиной, ловкими руками связывая бамбуковые прутья для строительства курятника. Утреннее солнце пробивалось сквозь листву и освещало небольшой двор, где она сосредоточенно трудилась. На лбу выступили капли пота, но она не останавливалась. Каждый ее жест был полон сосредоточенности и решимости. Она хотела создать для себя стабильное место, пусть и простое, но свое, где никто больше не сможет приказывать ей или причинять боль. Когда она забивала деревянный штырь в раму, вдруг услышала приближающиеся шаги. Подняв голову, она увидела Джеймса. Он шел с мотком москитной сетки и несколькими веревками в руках. На мгновение она замерла, но быстро вернулась к работе, не позволяя себе отвлечься. Джеймс остановился перед ней, положил ткань на землю и огляделся. «Ты собираешься все сделать сама?» Его голос был ровным, но в нем сквозило легкое порицание. Тудип кивнула, продолжая крепко привязывать бамбуковую рейку к каркасу. «Я справлюсь». Джеймс посмотрел на нее некоторое время, затем наклонился и поднял одну из бамбуковых палок. «Тогда я помогу». Не давая ей возможности возразить, он взял инструмент и начал вбивать колышки. Тудеп смотрела на него какое-то время, а потом без слов продолжила свою работу. Они трудились вместе в молчании. Только звуки ударов молотка и натянутых веревок заполняли воздух. Когда каркас курятника почти был готов, Джеймс выпрямился, отряхнул руки и повернулся к ней. «Сколько ты планируешь завести кур?» Тут Дип остановилась, на мгновение задумалась и тихо ответила. «Пока не знаю. Просто я хочу создать что-то своими руками». Джеймс долго смотрел на нее. В его глазах мелькнула эмоция, которую трудно было назвать. Эта девушка, несмотря на все, что с ней случилось, не сдалась. Она упорно поднималась на ноги снова и снова. Работа подходила к концу, когда телефон Джеймса зазвонил. Звонок был с офиса. Он нахмурился, посмотрел на экран, затем повернулся к Тудип. «Мне нужно ехать. Не продолжай одна. На сегодня хватит». Тудип провожала его взглядом, и в душе поднялось странное чувство. Она опустила голову и снова принялась за оставшуюся работу, игнорируя легкий ветер, колышущий кроны деревьев за спиной. Она не знала, что ждет ее впереди, но точно знала. Сейчас она уже не одна. На следующее утро Джеймс, как и договаривались, приехал к маленькой хижине Тудеп. Выйдя из машины, он держал в руках небольшой пакет. Тудеп в это время убиралась во дворе. Увидев его, она на мгновение замерла. Ей было непривычно, что кто-то о ней заботится, но и отвергнуть это она тоже не могла. Джеймс подошел ближе, его голос был спокойным, но в нем чувствовалась мягкость. «Сегодня я отвезу тебя купить одежду. Тебе нужно что-то получше, чем то, что ты носишь сейчас». Тудип опустила глаза, смущенная. Она никогда не думала, что когда-нибудь сможет зайти в магазин одежды, тем более с кем-то, кто готов просто так, без условий, купить ей вещь. Заметив ее колебания, Джеймс чуть нахмурился. «Пойдем, не думай слишком много». В конце концов, Тудип молча пошла за ним. Когда они вошли в магазин, Тудип почувствовала себя так, будто попала в другой мир. Платья и костюмы висели аккуратными рядами, мягкие ткани приятно скользили под ее пальцами. Джеймс шел рядом, иногда подбирая что-то и протягивая ей. «Вот это тебе подойдет. Примерь».
Но Тудип только тихо качала головой. Глаза ее были полны стеснения. «Я не привыкла к такой одежде». Джеймс долго смотрел на нее, а затем сказал тихо: «Ты заслуживаешь лучшего». В итоге, уступив его настояниям, она выбрала простой, но удобный наряд. Когда она вышла из примерочной, в ее движениях чувствовалась скованность, но в глазах Джеймс мелькнуло удовлетворение. «Ты выглядишь прекрасно». После покупок Джеймс предложил заглянуть в небольшое кафе у дороги, чтобы отдохнуть. Они сели в тихом уголке, заказали 2 напитка. Джеймс молчаливо наблюдал за Тудип. В ней все еще чувствовалась неуверенность, но, по крайней мере, сейчас она выглядела немного спокойнее. Однако их покой длился недолго. В кафе вошла женщина, ухоженная, с уверенной осанкой. Ее взгляд сразу упал на Джеймс. Увидев Тудип рядом с ним, она подошла ближе и с издевкой в голосе произнесла: «Джеймс, не ожидала, что тебя заинтересуют такие». Тудип замерла, ее пальцы сжали стакан, стоящий перед ней. Женщина продолжила, ее взгляд скользнул по Тудип с откровенным презрением. «Ты правда думаешь, что она тебе подстать? Или просто жалеешь ее?» В груди у Тудип все сжалось. Она не ожидала, что даже вне дома Пау ей все равно придется слышать такие ядовитые слова. Но она не знала, что в это время Джеймс уже давно смотрел на нее. Его взгляд постепенно холодел. Тудип сидела молча, сжав ладонями край рубашки. Ее взгляд был опущен на стол. Она не смела посмотреть на женщину, чьи слова острыми лезвиями резали сердце. Ей было горько, как никогда прежде. Покинув кафе, Тудип медленно шла вперед. Ее ноги казались свинцовыми, словно несли на себе всю тяжесть накопившихся чувств. Она не знала, куда направляется, просто хотелось уйти подальше, скрыться от язвительных голосов и чужих взглядов. Шла, пока не остановилась у небольшого берега, где река отражала последние отблески закатного солнца. Она села на старую деревянную скамейку рядом, глаза остановились на тихо текущей воде. По щеке скатилась одинокая слеза. Она попыталась стереть ее, но новые слезы быстро заняли ее место. Прохладный ветер тронул ее плечи, и она невольно вздрогнула. Вдруг сзади раздался знакомый, теплый голос: «Ты собираешься сидеть здесь и плакать вечно?» Тудип вздрогнула и оглянулась. Джеймс стоял совсем рядом. Его взгляд был полон тревоги. Он подошел без спешки и давления, просто сел рядом, глядя на реку. Она прикусила губу и снова вытерла глаза, но Джеймс мягко взял ее руку и слегка покачал головой. «Не нужно притворяться сильной, когда тебе больно». Тудип взглянула на него. Ее глаза покраснели, голос задрожал. «Я не понимаю, почему ты так хорошо ко мне относишься?» Джеймс тяжело вздохнул, а затем внезапно прижал ее к себе. «Потому что я хочу». Тудип застыла в его объятиях, но его тепло постепенно растворяло ее напряжение. Она впервые в жизни почувствовала, что рядом кто-то, с кем можно быть просто собой. Не сказала ни слова, лишь тихо оперлась на его плечо, позволяя грусти унестись ветром. Сгущались сумерки. Джеймс бережно отпустил ее и тихо сказал: «Пошли домой». Они вместе вернулись к маленькой хижине. Тудип открыла дверь, вошла и аккуратно поставила пакет с новой одеждой и вещами на стол. Она бережно разложила все по местам. В ее взгляде светилось особенное чувство. Это были первые вещи в ее жизни, купленные кем-то не ради выгоды, а просто так. Джеймс, наблюдая за ней, тихо произнес: «Я пойду. Отдохни пораньше, не перегружай себя мыслями». Тудип слегка кивнула и проводила его до двери. Она долго смотрела ему вслед, пока его силуэт не растворился в темноте. В груди у нее поднялось чувство, которое сложно было назвать. Она не знала, каким будет завтрашний день, но впервые за долгие годы она почувствовала, она больше не одна. Thành một đống tro tàn của niềm tin. Cô nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh bao với chai rượu trên tay, đôi mắt đỏ ngầu chẳng còn chút tình nghĩa nào.
của những ngày đầu họ cưới nhau. Hiện tại, cô đang ở trụ sở công an, nơi không khí nặng nề bao trùm lấy cô như một chiếc lưới vô hình. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Diệp, làm nổi bật đôi mắt quầng thâm vì những đêm dài không ngủ. Những đêm cô chỉ biết con mình dưới gốc cây, nghe tiếng gió rít qua mà lòng trĩu nặng nỗi cô đơn. Trước mặt cô, một viên cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị lên tiếng: "Mong cô hợp tác với chúng tôi." Giọng anh ta đều đều, không chút cảm xúc, nhưng Diệp cảm nhận được sức ép đằng sau từng lời nói đó. Như thể mỗi câu hỏi là một viên đá đè nặng lên vai cô. "Vâng," cô đáp khẽ, giọng run run, yếu ớt đến mức chính cô cũng không nhận ra mình nữa. Trong lòng cô, một cơn bão cảm xúc đang